Здорово, ребят! Хотел сегодня записать немножко ролики про страны, в которых запреты, санкционные страны. Вот это, например, наша любимая Персия. Вот. Во-первых, это, наверное, самые лучшие постройки 3000 лет, которые я вообще в жизни видел. Они сохранились просто безумно. Вы нигде такого в мире больше не найдете. Ну, может быть, найдете, но я не нашел. Вот. И хотел сказать, как эти страны живут. Ну, во-первых, приезжая в какую-нибудь запрещенную страну, вот, например, как здесь в Иран, я приехал первый раз сюда. Вот. Ну, сложно было получить визу, немножко визу мне отказали, пришлось пользоваться агентом. Я приехал в страну с 40 долларами. И я узнал, что в стране не принимают карточки. То есть, в принципе, мне казалось хана. Ну и на самом деле я себя почувствовал, как любой бы американец почувствовал себя в России, или как любой россиянин почувствовал бы себя в Европе. Или как любой человек из Ирана чувствует себя в Эмиратах, в Британии, где хочешь. Почувствовал себя просто каким-то таким не очень приятным. Ну, как говорится, мозги есть. И на самом деле, что можно в этих странах? Ну, во-первых, еще раз говорю, это Персия, там ксерокс, всякое такое, это очень красиво. На вавилонском написано, вот там лотосы, тигр гладит антилопу, кстати, не кусает, потому что кусает он в шею. Ну, это ладно. Немножко хотел рассказать про эти страны. Ну вот представьте, вы приезжаете в страну на 3 недели, вам надо снять машину, жить и все остальное, бабок нет. Ну вот, что можно в этих странах? Первое, зачем сюда ехать? Ну, для того, чтобы, еще раз говорю, увидеть вот такие места. Еще раз. Это еще до римлян. Да, то есть, наверное, откуда римляне учились, да? Может быть, я не прав, но и блоки, кстати, очень четко сделаны. Посмотрите, как очень четко соединены, да? То есть это прям, ну реально, ребята мастерски строили. И, кстати, весь город построен на колоннах, что тоже очень классно. Вот, и посмотрите, как колонны четко стоят. Это, конечно, лаймстоун, известняк, легкий он. И самое интересное, что это все сейсмоустойчиво. То есть блоки, ну, здесь я не очень могу увидеть. Кстати, видите, он блок делали, не успели обтесать. И они как бы друг за друга зацепляются. Вот. Ну, в общем, приехала я без кэша, и оказывается, что в этой стране можно. Приходишь в отель и говорю: ребята, у меня нет денег, что мне делать? Я говорю: знаешь, что ты будешь у нас неделю жить, на тебе пару сотен баксов, поменяй на местные, или мы тебе сразу местными дадим. Будешь чекаутиться, разберемся. Всякое такое. Я такой: чего? Ну ты же у нас неделю. Возьми деньги, тебе же нужны деньги, и попутешествуй спокойно. Я такой: чего? Это так возможно? Ну, можем помочь, вот если знаете, там, кинешь криптой, там, у меня нету, так я попросил друга. Нормально. Кинули крипты, тебе деньги отчитали, чик-чик-чик-чик, все. Думаю, нифига ж себе. Я говорю: ну надо поспрашивать еще, кто может помочь. Я вам напишу там ребят, которые помогают в списке, просто реально, которые помогают и визу дать, потому что визу мне отказали. Ну, вот здесь 90% людям всем отказывают визу, нужен местный агент. Вот. Знаете, что парочку минуток и не парочку минуток, нужна сим-карта. Платишь Apple Pay, через 2 часа тебе привезут сим-карту. Нужна банковская карточка, платишь визой карточкой, и тебе привозят банковскую карточку через 2 часа на твое имя. Ну, на карточке не написано твое имя, но карточка с твоим паспортом, со всего. Можешь счет пополнять, банкоматом пользоваться. Есть ограничения, конечно. Можно снимать там по $3 в день, но платить можно без ограничений. Вот, чтобы деньги не выходя не снимали. Вот такие вот санкции. Кстати, если интересно, в России то же самое. Карточку получаешь за 5 минут, банковскую карточку получаешь за 15 минут. И вы знаете, я был поражен. Страны живут в санкциях, в которых, ну, я просто хочу сказать, я такого сервиса, ребят, не видел вообще. Я думал, как мне заинсталлировать Apple Store? Вот, например, Сбербанк. Знаете, что делают, ребят? Просто я вам показываю. Берут твой iPhone, подключают его к компу, что-то там вводят, все ап на твоем телефоне. Чего? Я говорю, я хочу их в офис к себе устроить и работать. Понимаете, мне через 15 минут и карточка, и все остальное. Вот давайте смотреть, кто выиграет на этих санкциях. Ну, во-первых, здесь полно китайских машин. И в России тоже полно китайских машин. Я не хочу сказать, просто Китай тихо сидит, ни с кем якобы не воюет, слишком большая горилла, никто ее не хочет подкусывать, хотя Америка подкусывает. Ну, вы знаете,
как бы все говорят, санкции, санкции. Я хочу сказать, тут ребята реально, китайцы вот реально делают бизнес. Если вы думаете, что американцы не делают бизнес, нет. Google здесь имеет платную рекламу. Можете купить в Иране платную рекламу Гугла. Какого черта? Подождите, вы же всем там KFC, все такое. Чего ж Google тут платную рекламу-то херачит? Извиняйте, сервисы Google здесь не заблокированы. Значит, какие-то, как говорится, есть у нас по-другому. Ну, кстати, еще немножко про Иран. Вы знаете, что самый большой супермаркет в мире находится в Иране, в Тегеране, да? Как ни парадоксально, да? И, наверное, что самая вторая по величине мечеть, они там по-разному считаются, тоже находится в Иране. Вот. Что бы еще хотел сказать такого интересного? Конечно, есть всякие там нюансики там. Но я хочу сказать, при всем при этом страна живет настолько красиво. Во-первых, люди добрые, отзывчивые, помогают друг другу. Я вам сейчас покажу еще несколько моментов здесь шикарных. Ну, бензин стоит 4 цента. То есть за доллар, за евро можете купить 25 литров бензина. При этом всем хорошие дороги, нормальная инфраструктура. Я не хочу сказать, что это как-то, ну, супер. Но, извините меня, если можно при таких стоимостях, смотрите, каком уровень детальности. Это, ребят, еще раз, 3000 лет. Найдите мне еще где-нибудь такое. Как вам? 3000 лет, а? Красивенько, да? Мне вот только что рассказывали, вот, что эти рыцари, не все не одинаковые. И у кого-то из них вы там еще какие-то... Ну, они, короче, не копия друг друга, то есть не клончик выложенный. И даже вот про каждого можно рассказать, что у одного там браслетик, вот у одного другой, видите, изорчик. И даже рассказали, показали золотой браслетик такой. В общем, ладно. Как живут они в санкциях? Ну, вот так вот и живут. Карточка за 2 часа, мобильная карточка за 2 часа, крипто поменять раз-два. Как бы, ну, есть, да, неудобства. Согласен, есть неудобства. Вот так вот. Да, немножко некоторые, знаете, программки, сайты некоторые не работают в некоторых сетях. Ну, неудобно, да. Ну да, в LinkedIn не зайдешь с российской карточкой. Да, надо с иракской карточкой заходить в LinkedIn. Ну или наоборот, там какой-нибудь там, не знаю, Facebook. Или там, наоборот, там, не знаю. Дальше. Что бы хотел интересно очень сказать. У меня тоже целая записка даже есть. Вопрос, вот когда вы поддерживаете, когда у кого-то санкции, кого вы поддерживаете? Хороший вопрос, да? Поддерживаете вы слабых или сильных? Вот, когда санкции, да, вот, санкции там против, не знаю, того-то там, кого вы поддерживаете, слабого или сильного? Или того, кто газеты написали? Вот, например, кто-то напал на кого-то, кто напал, тот плохой. Вот Америка с Китаем, кто хороший? Вот, Тайвань все-таки или Китай? Кого вы поддерживаете? Вот. Ну, вот, получается, санкции это просто такой способ воевать и делать бабки. Ну, просто вам хочу сказать, Иран поет и живет, Россия цветет. Я прям шокирован. Я вам хочу сказать, я сюда приехал, никаких... Тут офигенно безопасно, я вам хочу сказать. Офигенно красиво и офигенно безопасно. И очень вкусно, очень красиво. И я бы сказал, это точно уникальные места, которые вы нигде не получите. Вон, пожалуйста, как Ксерокс там воевал там с кем-нибудь, пожалуйста, все расписано, те же самые культуры, что в Петре. Просто здесь столько красивых мест, ребят, обалдеть можно. Вот так вот они живут в санкциях. И еда здесь безумно дешевая, вкусная. И вон, видите, пожалуйста, когда вы ходили, смотрели, мужичок с виртуальными очками, он смотрит, что здесь творится. Вопрос, вы когда в музеях пользовались этим, а? Вот, что у нас дальше? Нет, слишком много тем, так намобил. Вот так вот. Вот такие вот информации у меня. Немножко, как говорится, пострессовал. Ну, потом дальше зато напутешествовался. С безумно красивой природой. Вот. Так что про то, как тут живут в санкциях, ложили они на весь мир. Ребята, они производят, атомные бомбы, запускают, там, я не знаю, производят свое оружие. Я поражаюсь. Еще раз, здесь стоит бензин 4 цента. Все скажут, это дешево, еще что-то. Посмотрите, какие у нас акцизы. Снимите наши акцизы НДС, и бензин у нас будет не настолько различаться. Вот.
покажите мне еще. Вон, кстати, там вверху на 3 языках написано, с другой стороны еще на 3 языках написано что-то там. Тут что-то нашкрябал. Ладно, уже подустала сегодня, поэтому ролик получился такой долгий. Ну, в общем, просто что хотел сказать, что имели они в виду все эти запреты, им неудобно, они плачут и спокойно дальше растут. Смотрите, кстати, как камни построены. Как вам, да? Неплохо? Вот попробуйте камни так соединить. Сколько тут камень тонн весит? Вот попробуйте соединить так 2 камня. И это только для того, чтобы во время землетрясения, попробуйте, кто работает с камнями, сделать такую вещь. Вот такое вот соединение. Попробуйте сделать. Без 3D принтера. Вот такую вот, например, соединить камни. Размеры камней вы видите, да? Вот. Но это, извиняюсь, у меня такая смешана все, красота и все остальное. Вот общая моя идея моего длинного видео такого. Жить тут можно просто как король. Есть неудобства, да. И люди здесь живут счастливые, они добрые. 90 миллионов человек. Вот. По улице можно ходить ночью. Ну, наверное, как и в нормальных местах. В самые такие скверные места. Ходить на виду, считать деньги ночью, ну, наверное, не стоит. Да, и телефонами размахивать. Ну, это, наверное, во многих странах. Вот. Как вам булочки сделать? Конечно, это не существующая цивилизация. Но просто хотел сказать. Китай положил на все запреты и спокойно здесь делает бизнес. И я думаю, что чему-то можно поучиться у Китая. Он большой, и пока все там воюют с Россией, с Украиной, воюют там с тем-то, там бла-бла-бла-бла, что-то там. Китай смело делает бабосы, бомбит контейнеры, и пока там Тесла понтуется, Китай на своем делает большое количество денег на всем. И сюда импортирует все остальное. Кстати, у ребят свои банковские системы, у ребят свой какой-то независимый интернет, у ребят своя реальная экономика, они реально независимые в прямом смысле слова. Они показали факт всему миру и не побоялись. Я не говорю, что Иран хороший или там плохой, это не мне судить, но смысл в том, что они показали факт Америке в прямом смысле этого слова, да, и они с ней дерутся, и их можно уважать как минимум за храбрость. Глупо это или нет, это каждый сделает себе вывод сам. Но, во-первых, тут красиво. Вот. Хотел сказать, что они живут, все у них классно, и поверьте, они живут гораздо счастливее, и даже экономика растет быстрее, и penetration, и скорость, и онлайн-оплаты, и все остальное растет быстрее, чем вы себе ожидаете. В России я вообще обалдел, насколько развита IT-инфраструктура. Если лет 10 назад я в России был, что-то показывал новенькое, и все говорили, как вы классно работаете в Европе, то сейчас можно смело из этих стран копировать технологии, применять их у нас в Европе или еще где-то. Вот. Все, ребятки, удачки. Видите, пока я шел с 2 телефонами, мне никто ничего не отобрал, с автоматами не подбежал и ничего не запросил. Вот так вот. И поверьте, здесь гораздо безопаснее, чем в любой Латинской Америке. Просто вот обещаю. Просто здесь можно ночью гулять по улице с телефонами, чего вам точно не рекомендую делать в Рио, да. Ну, например, или там в Парагвае. Все, ребятки, такое вот супер длинное видео на запрещенные темы. Удачки!